Бриг 001, 010 Одиссей и Эстония. Эти без преувеличения чудесные устройства надолго останутся в памяти настоящих ценителей качественного звука. Но это было на заре. А что же было на закате? И чем закончила свое существование советская аудиоиндустрия? Именно на этот вопрос мы и постараемся ответить в сегодняшнем выпуске, вспомнив десятку последних усилителей, выпущенных до конца 1991 года. Ну что ж, хорошего настроения и приятного просмотра. Bark 50U068S выпускался с 1989 года Новокаховским приборостроительным заводом «Сокол». По своей сути и конструкции Bark 50U068S являлся полным аналогом усилителя Corvette 50U068S, выпускаемого с 1987 года Кировским заводом «Лагода». Номинальная выходная мощность усилителя составляла 60 Вт для акустических систем с сопротивлением 8 Ом и 80 Вт для акустических систем с сопротивлением 4 Ом. Диапазон рабочих частот от 10 до 70 тысяч Гц. Радиотехника U7112 стерео. Выпускался с 1989 года Рижским производственным объединением радиотехника. Усилитель состоял из двух независимых каналов усиления с общим источником питания. Имел систему защиты от перегрева, перегрузки и короткого замыкания, электронную коммутацию входных сигналов, а также электронное управление. Номинальная выходная мощность для каждого канала составляла 35 Вт, максимальная 50. Диапазон воспроизводимых частот от 10 до 30 тысяч Гц. Романтика 50U236 стерео. Выпускался с 1989 года Харьковским приборостроительным заводом имени Шевченко. Усилитель предназначался исключительно для украинского рынка, имел встроенный пятиполосный эквалайзер, а диапазон воспроизводимых частот составлял от 40 до 16 тысяч Гц. Номинальная выходная мощность усилителя при нагрузке сопротивлением 8 Ом составляла 25 Вт, максимальная долговременная мощность 50. Коэффициент нелинейных искажений не превышал 1%. Электроника U104 стерео. Выпускался с 1990 года в городе Нижний Новгород. Усилитель был рассчитан на работу с модульными акустическими системами, например, электроника 25AS132, обеспечивающими локализацию звуковых образов по фронту и глубине, расширение зоны стереоэффекта, снижение искажений, повышение уровня громкости при той же мощности. В случае использования обычных акустических систем работал общий канал усилителя, позволяющий получить обычный стереофонический эффект. Диапазон воспроизводимых частот составлял от 20 до 20 тысяч Гц, номинальная выходная мощность 10 Вт, максимальная 35. Амфитон 35U101S. Выпускался с первого квартала 1990 года Львовским производственным объединением имени Ленина. Усилитель имел дискретную тонкомпенсированную регулировку громкости с возможностью ее отключения, пятиступенчатую регулировку тембров, электронную индикацию уровня выходной мощности, защиту выходных каскадов от короткого замыкания, а также тепловую защиту. Диапазон воспроизводимых частот составлял от 20 до 25 тысяч Гц, номинальная мощность 35 Вт, максимальная долговременная 130, кратковременная 160. Амфитон 35U202S. Выпускался с 1990 года тем же Львовским производственным объединением имени Ленина. Усилитель имел свой отличительный дизайн. Диапазон воспроизводимых частот составлял от 20 до 25 тысяч Гц при неравномерности АЧХ в пределах 0,7 дБ. Максимальная мощность при нагрузке в 4 Ома составляла 75 Вт, номинальная 35. Лота 15U201S. Выпускался с 1990 года Новополоцким заводом «Измеритель». Усилитель имел отдельный выход для каждого частотного диапазона и был рассчитан на работу с блочными акустическими системами, такими, например, как электроника 10AS230, которыми данный усилитель, к слову, и комплектовался заводом-изготовителем. Solaris 50U201S, он же Solaris U001S. Выпускался с 1990 года Пензенским производственным объединением «Электроприбор». Номинальная выходная мощность усилителя составляла 50 Вт на каждый канал.
Номинальный диапазон звуковых частот от 20 до 20 тысяч Гц. Сопротивление нагрузки от 4 Ом. Коэффициент нелинейных искажений не более 0,7%. Усилитель имел встроенный анализатор спектра, регулировку тембра по низким, средним и высоким частотам, а также раздельную регулировку уровня громкости для каждого канала. Phoenix 50U008S выпускался с 1991 года Львовским производственным объединением 50-летия Октября. Усилитель имел возможность подключения 2 пар акустических систем. Номинальная выходная мощность составляла 50 Вт. Диапазон воспроизводимых звуковых частот от 20 до 25 тысяч Гц. И завершает наш сегодняшний выпуск тюнер-усилитель Romantica 50RU122S, который выпускался с 1991 года Харьковским приборостроительным заводом имени Шевченко. Отличительной особенностью усилителя было наличие собственного тюнера, способного принимать стереофонические программы в диапазоне ультракоротких волн, а также наличие встроенного эквалайзера. Номинальная выходная мощность составляла 25 Вт на каждый канал при нагрузке 8 Ом, максимальная мощность 35 Вт. Диапазон эффективно воспроизводимых частот от 20 до 20 тысяч Гц при коэффициенте гармоник не более 0,4%. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что сегодняшний выпуск был для вас интересен и хоть немного полезен. Если это действительно так, с вас как всегда лайк и приятный комментарий, ну а с нас много всего интересного. Хороших вам дней!